Когда я стал чего-то соображать, отца уже не было, он сидел в лагерях. Эта симфония называется «Мы». В ней все посвящено и нам. Оно написано как вариации на одну русскую тему, с которой есть и революция, и репрессии, и человек, и власть, которая над ним издевается. Я отцу посвятил несколько своих сочинений, книжку своим родителям. Мой отец происходил из дворянской семьи. Мой дед Леонид Вячеславович Дашкевич был предводителем дворянства в Тамбовской губернии. С 1902 по 1907 год он жил в Париже. Мой отец вместе с дедом был не в России, они переехали в Россию. Мой отец встретился с мамой. Она была совсем молоденькая, ей было лет 17. Несмотря на то, что это были совершенно разные люди по социальному статусу и по происхождению, они очень любили друг друга, и жизнь проверила их на прочность со всей жестокостью. В 1934 году я родился, а в 1938 году отца забрали. Его друзья, как могли, его защищали от репрессий 1937 года, которые были гораздо более кровавыми. Там просто без разбора расстреливали. Поэтому, чтобы снять от него, отвести от него угрозу тюрьмы, его исключили из партии. Просто все уже понимали, что лучше ему не быть в партии, потому что тогда будет больше шансов на то, что он уцелеет. Но все-таки его зацепило уже на исходе этой волны. Отец был человеком очень образованным, он знал 4 языка: английский, немецкий, французский, итальянский. Он выучил итальянский язык только для того, чтобы прочесть Данте в оригинале. Вот. И он преподавал в авиахимии, который тогда был очень мощной организацией под руководством Гамарника. Он преподавал там историю. Через какое-то время мы узнали, что на отца был написан донос, и донос был написан человеком, который жил в нашей квартире. Был такой поэт, детский поэт Долин. И он хотел таким образом получить себе комнату. Мы жили в комнате на Кропоткинской улице, в доме Дениса Давыдова, где бывал Пушкин. Мой отец, когда я его просил объяснить, в чем суть
разногласий, которые произошли в дальнейшем в партии с появлением Сталина, он высказался примерно так, что Ленин был революционер, Сталин был контрреволюционер. Он создал общество социальной несправедливости, которое, как считает отец, было обречено на распад. Как это, в общем, и случилось? Почему он считал, что главная роль Сталина – это роль убийцы Октябрьской революции? Вот. И это была точка зрения старых коммунистов. Да, собственно говоря, всегда я знал, что он отбывает наказание, что он репрессирован. Слово «репрессии» уже звучали. И, в общем, никто от меня этого и не скрывал. Просто на эту тему никто не рассуждал. И не говорил, что вот, ты понимаешь, вот такое время, что надо к этому как-то. Это просто было как данность, с которой надо было жить, поэтому я знал, что вот я хотел быть математиком и идти в физмат на университет, но я понимал, что туда меня не примут ни при каких обстоятельствах, поэтому я пошел в Институт тонкой химической технологии, исходя из этих же соображений. По этой же причине меня не приняли ни в комсомол, ни в пионеры. То есть я уже знал, что мое место в другом конце переулка. Меня хорошо принимали в дворовом обществе. Никто не смотрел, кто я, комсомолец, репрессированный. Там была свое отношение к жизни, и какие-то вещи я там почерпнул не без пользы для себя. Вот. Правда, меня один раз чуть не зарезали, то есть ударили ножом в драке в нашем Барыковском переулке, и я еще погнался за тем, кто меня ударил, потом почувствовал, что у меня все в крови, и приехала скорая, забрала меня в больницу, и хирург мне тут же сказал: ну вот тебе повезло, четверть миллиметра, и было бы проникающее ранение. Когда я его увидел, значит, мне было лет 10. Он некоторое время жил в Малоярославце и подъезжал. Малоярославец был за 101-м километром, и он иногда подъезжал к нам, так это в толпе было трудно засечь, и потом таких было огромное количество, поэтому милиции было не до них, она этим делом не занималась, поэтому приезжать, в общем, можно было. Так что в 10 лет я его уже видел, он внешне был очень красивый, очень яркий человек, с прекрасной речью, с очень властным характером. И я при нем, помню, что я при нем стал лучше учиться. Когда мне было 11 лет, значит, это было в 45-46 году, я ездил на Воркуту, где отец жил. И я там прожил где-то полгода, ходил в школу, москвичей, понял, что москвичей там не любят. Однажды меня
мы ездили в школу на лошадях, и однажды меня группа, значит, антимосковских школьников выкинула на полном ходу в снег, и я каким-то чудом по целине шагая, каким-то чудом добрался до школы, а вполне мог и не добраться. Вернулись обратно мы потому, что у меня неожиданно начался приступ аппендицита. А там делать операцию не могли, потому что не было никаких возможностей, и врачи сами, хорошие врачи, но они сказали: вы понимаете, мы без инструментов, без всего, вам надо ехать в Москву и делать операцию. И, собственно говоря, самое глупое заключалось в том, что после всего этого кошмара с тем, как мы выбирались, у меня все приступы прошли, и до сих пор я так аппендицита не вырезал. В 1949 году я пережил сильное потрясение. Это был обыск, когда его взяли и устроили обыск в нашей квартире. Вошли 3 людей, сразу стали книги обыскивать, открывать все книги, перетряхивать все, что в них было. Они хотели забрать мой дневник, но я его выдрал буквально. Сказал: вам это мое, я вам его не отдал. И помню, как один сказал: о, волчонок. Но вот мой отпор для них был несколько неожиданный. У меня были дневники, где я уже занимался какими-то вопросами социального устройства. Меня это тогда интересовало, и там были какие-то наивные детские рассуждения на эту тему. И можно было за что-то зацепиться, но они, это, видимо, был не их, я был не их адресат. То есть для этого надо было вчитываться, что там написано, поэтому раз я им не отдал это, ну и не надо. Но они это делали, как бы вам сказать, абсолютно обыденно, понимаете? То есть это не было того, что вот для них это была обычная история, даже довольно скучноватая. Не проявляли особых эмоций. Ну и, конечно, сказать, чтобы какое-то было сочувствие, нет, этого не было. Это как бы как норматив такой, обычно как положено, так они себя и вели. Но они довольно быстро управились. У нас, собственно говоря, и обыскивать было нечего. Но книги они очень быстро выворачивали наизнанку. Они не все книги открывали, а так навскидку из 10, скажем, 3. Вот. Они не хамили, нет. Мама была дома, отца уже раньше забрали. Его забрали с работы. Его вызвали из Ашхабада, где он работал, московское отделение, которое было их начальником, и там прямо на работе его и забрали. И вторая вот посадка была для отца очень тяжела, потому что он повредил ногу, он был
его направили в Кежемский леспромхоз, там были очень тяжелые условия жизни. Мой отец был у меня авторитетом по части культуры. То есть во всех его письмах было постоянное напоминание о тех книгах, которые надо прочесть, с подробным названием, описанием. Это были далеко не только книги русских авторов, но и зарубежных, и картины, которые он говорил, что надо посмотреть в музеях. И из этих немногих слов я, в общем, имел очень хороший компас для того, чтобы стать относительно культурным человеком. И я думаю, что если бы не он, то я бы, конечно, не написал бы музыку к Шерлоку Холмсу, потому что для этого надо было в детстве его прочесть. Во взрослом состоянии он бы не произвел такого впечатления, как в детстве, когда это все казалось каким-то чудом. Тогда уже я был дворовый московский мальчик и видел и самоваров, это раненых без рук, без ног, которые высказывались о Сталине очень нелицеприятно. Уже тогда я знал, что мы войну фактически проиграли в первом году, и они об этом открыто говорили. Вот, а самовары были в авторитете. И их не трогали, потому что, ну, что может сделать человеком, у которого ни рук, ни ног. Поэтому они себе позволяли говорить очень такие вещи. И в День Победы никто из них имени Сталина не говорил. И они тогда уже мне сказали, что никогда наши солдаты не ходили в атаку с именем Сталина. Кричали «Ура!» и больше ничего. И никаких «За Родину», «За Сталина» это никогда этого не было. В 1953 году неожиданно, значит, мы узнали о том, что Сталин умер. И я помню, что это был самый счастливый день в моей жизни. Вот люди говорили, что все страдали, узнав, что Сталин умер. Кто страдал, а кто не очень. Я был в институте, вошла наша педагог и сказала, вот, вы знаете, Сталин умер, гениальный наш вождь и учитель Сталин. И тут же она заплакала, и пол нашей группы половина заплакала, половина не плакала. А я испытал совершенно удивительное чувство, что вот теперь жизнь налаживается. Просто чувство такого счастья. И я пошел специально, я сказал, я его увижу, я пойду на похороны. Все пошли со стороны Трубной площади проходить, а я пошел проходить через консерваторию, Брюсов переулок и вот этими переулками, чтобы выйти прямо наискосок к колонному залу, где он лежал. И несмотря на то, что проходы были закрыты полуторатонками, которые стояли так везде, чтобы не пройти, я все-таки пролез через эти машины, порвал себе какую-то шубу, которая была там 3 копейки цена. Но я таки прошел через все эти переулки и оказался почти в нескольких метрах у колонного зала. И
И главное, что я избежал этой самой толкучки, в которой погибло несколько тысяч человек. И я прошел там совсем близко к гробу, можно было пройти метрах 5-7, вот так. Проходили и уходили люди в таком небыстром движении. Я очень хорошо его помню. Рябой такой, в сапогах был он, в военном френче он был. И какое-то было такое несколько брезгливое выражение лица, такое, чтоб я вас не видел, вот так. Но я убедился, что вот наконец-то он умер, и почувствовал, что жизнь все-таки сейчас вот начнется. И действительно так оно и получилось. Отца выпустили уже как фитиля, как доходягу, которого просто держать в тюрьме не было никакого смысла. Но через несколько месяцев его реабилитировали. Ему предложили восстановиться в партию, но он отказался. Хотя это было связано и с материальными вещами, и с квартирой, но он сказал, что он восстанавливаться не будет. Он скончался в 1967 году, 71 год ему было. Мне кажется, что есть только один способ – это построить культуру. Это и есть единственная реальная возможность удержать какое-то количество вменяемых людей от возврата в эти времена, потому что ментальность народа очень не защищена от рецидива такого рода. Не защищена, и народу нравится, когда с ним так обращаются.